Друзья, всем привет! Всего лишь несколько матчей отделяют нас от того, как мы узнаем финалистов итальянской мужской волейбольной суперлиги. Перуджа и Модена имеют равный счет в серии, и в текущем матче выяснят, кто окажется на шаг ближе к финалу. А Трентино и вовсе может завершить для Лубо Чивитанова их чемпионский путь. Чем порадовали нас эти матчи, вы узнаете из данного обзора. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! Как обычно и бывает, Перуджа стартовый отрезок оставляет за собой. Правда, гостям потребовалось не так много времени, чтобы выровнять ситуацию по счету. Особенно хорошим Модены был Немир, которого практически невозможно было остановить. Игра вообще выглядела очень динамично, обе команды понимали, что время на раскачку уже нет. Неожиданно серьезное влияние на результат в этой серии оказывает подача Бруно, хотя связующий выдающимся подающим никогда и не был. Но именно на подаче бразильца гостям удалось сделать серьезный рывок и обзавестись парочкой сетболов, которые они и могли реализовать, если бы не двойное касание во время передачи Немира. И похоже, что этот эпизод надломил гостей, которые следующие свои атаки отправили в аут, что позволило Перудже сет забрать 26-24. К счастью для болельщиков хозяев, Леон стал выглядеть посвежее и подбирается к своей оптимальной высоте атаки. Так что, быть может, мы еще успеем посмотреть в этом сезоне на кубинца в его лучшей форме. Но пока свою лучшую форму демонстрировал диагональный Модены Немир Абдель-Азиз. В общем, закралось стойкое ощущение того, что по интенсивности игры это должен быть лучший матч этой серии. Концовку второго игрового отрезка решили два эпизода. Сперва это был эйс Олега Плотницкого, а затем чудеса реакции от Драгона Травица и Симона Джанелли, которые позволили Леону реализовать сетбол 25-22 и 2-0. Несмотря на отличное нападение, у Немира подача полетела только в третьем сете. Ван Гардерен также решил поддержать начинание своего соотечественника. Бруно пусть обошелся без эйсов, но это ему не помешало большую часть партии вводить мяч в игру. Поэтому Никола Гербич решил предоставить своей главной звезде отдых и дать поиграть Плотницкому, вернув Леона лишь в концовке, чтобы тот прогорелся перед четвертым сетом, ведь третий уже подошел к концу 16-25. Как только у Абдель-Азиза снова полетела подача, у болельщиков Перуджи наверняка начались флешбеки из прошлого игрового отрезка. И не зря, ведь все та же тройка подающих вновь создала задел по счету для гостей, пусть теперь и не такой солидный. Но Перуджа нашла в себе силы в этот раз не рассыпаться, так что им удалось выровнять положение на табло. Как и в первом сете, первыми для себя сетбол заработали игроки Модены. И так же, как и в первом игровом отрезке, Перуджа могла резко перевернуть ход игры и забрать партию. И если бы Мэтт Андерсон не споткнулся о ногу Себастьяна Соле, а мяч после атаки Немира чуть дольше бы выходил из игры, то Перуджа уже бы праздновала победу. А раз они этого сделать не смогли, то Немирище решил перевести игру в пятый сет 29-31. В решающем игровом отрезке было, пожалуй, два ключевых эпизода. Это блок в начале на Леоне, затем последовал блок на другом доигровщике Перуджи, а именно Мэтте Андерсоне. Что в дальнейшем и позволяло Модене контролировать ход сета, а Нгапету пытаться красивым образом завершить этот матч. Но чтобы не испытывать судьбу, Бруно доверил решающий мяч Абдель-Азизу, и тот снова его не подвел 13-15 и 2-3. Пока что это был самый горячий матч этого плей-офф. Уже не знаю, что должно произойти, чтобы переплюнуть данный поединок. Модена несколько раз была на волоске от поражения, но все равно умудрилась забрать очередную гостевую победу. Если команды продолжат свою традицию и будут побеждать только в гостях, то Модена окажется в финале. Но это так, сухая статистика, ничего более. Кто там окажется на самом деле, определит только игра. В этом матче был просто монструозен Немир Абдель-Азиз, который успел настрелять 39 очков. 39 очков в полуфинале чемпионата Италии. Зверь. Так что Вильфреду Леону придется продемонстрировать в следующих матчах свою лучшую игру, чтобы попытаться остановить эту машину и не пролететь мимо финала.
Естественно, самым результативным игроком матча стал Немир Абделязиз, набравший, как я уже говорил ранее, 39 очков. Статистика остальных участников матча, как обычно, находится на ваших экранах. Во второй паре у нас пока все выглядело не так драматично, ведь Трентино забрало себе 2 победы по 3-0. И если первый матч был крайне плотным, то домашняя встреча далась им чуть проще. Интриги не хватало и в первом сете этой встречи, только теперь Лубы заняло доминирующее положение. Хозяева просто задавили своего оппонента подачей, игроки Трентино оказались абсолютно беспомощны в этой ситуации. Форменный разгром от действующего чемпиона в первом игровом отрезке, 25-16. Вторая партия для гостей началась уже по более позитивному сценарию. Несмотря на то, что им даже удалось вырваться вперед по счету, лидерство команды в белом было недолгим. Ведь тащивший 2 прошлые встречи Матей Козийский сегодня уже был не так хорош. Концовку второго игрового отрезка полностью сделал блок Чвитановой, который ни в какую не давал продохнуть нападающим Трентино. Микелетто настолько устал с ним бороться, что на контрольном даже на пустой сетке отправил мяч в аут, и 25-19 хозяева забирают и второй сет. Вы ждали борьбы в третьей партии? Я вас расстрою. Зря ждали. С первых же мячей хозяева начали свою доминацию, создав огромный задел по счету. Трентино уже неоднократно в этом сезоне совершала мощные камбэки, но эта встреча в этот список не попадет. Анджело Лорензетти, понимая, что ловить тут нечего, оставил на концовку полурезервный состав. Но Чвитанова спокойно доделала начатое. 25-17, 3-0, интрига в этой серии еще жива. Многие волейбольные болельщики уже успели похоронить Лубы и поставить крест на перспективах этого клуба защитить свой чемпионский титул. Но Чвитанова просто уничтожает в третьем матче своего соперника по полуфиналу и дает понять, что без боя сдаваться они не собираются. Игроки Мачараты выполнили на 19 подач больше, чем игроки Трентино. И даже при всем этом, они еще и ошибок в этом элементе допустили меньше, а это является серьезнейшим показателем. Пока очень не хватает боевого режима от Алессандро Микелетто. Молодой итальянец с каждым матчем выглядит все скромнее и скромнее. Как-то уже он не похож на того игрока, который тащил команду в Лиге Чемпионов. К сожалению, бремя лидерства не выдержал и Матей Козийский, что сегодня также не смог в привычной для себя манере реализовывать важнейшие мячи. А вот Рикардо Лукарелли, проваливший прошлую игру, в этот раз выдал космический уровень, как в приеме, так и в атаке. Да и на подаче вместе с Янтом они доставили массу проблем Трентино. В общем, ждем четвертый матч, который и даст нам ответы на многие вопросы. И не важно, как он закончится, главное, чтобы была равная и красивая борьба. Самым результативным игроком встречи в этот раз стал Рикардо Лукарелли, настрелявший за 3 партии 15 очков. Если вам интересна остальная статистика, то она, как всегда, будет на ваших экранах. Теперь в обеих сериях счет 2-1. И 24 апреля Модуна и Трентино при домашних трибунах могут обеспечить себе место в финале. Но скажу честно, очень бы хотелось посмотреть за этими парами подольше. А, да, чуть не забыл. Если вам этот обзор понравился, то обязательно поставьте лайк. И также делитесь вашими эмоциями внизу в комментариях. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.